Всем привет! Наконец-то дождался аккумулятора, заказанный с AliExpress 12 февраля 2021 года. И вот только их доставили. Аж 24 апреля. То есть доставка длилась примерно 74 дня. Можно, правда, вычесть китайский Новый год, так как заказ пришелся как раз на эти даты. Так что, если будете заказывать эти аккумуляторы с AliExpress, рассчитывайте на срок доставки примерно 2 месяца. Если брать в пример прошлый год, то доставка составляла не более месяца. Это связано с новыми правилами перевозки литий-ионных аккумуляторов, которые вступили в силу с этого года. В правилах указан запрет на перевозку аэротранспортом, поэтому сейчас доставка выполняется водным или железнодорожным транспортом. Аккумуляторы, как обычно, доставили в картонной упаковке без повреждений. В отзывах читал, что присылают какие-то другие аккумуляторы, нежели раньше, но по виду это все те же качественные аккумуляторы со средней емкостью 2700 мА. На некоторых заметна неровность термоусадки, но тут главное, что под ней. У меня осталось несколько аккумуляторов с прошлой закупки, и визуально заметно, что у аккумуляторов новой партии немного более блеклая термоусадка. Но в остальном вроде все те же самые аккумуляторы. Проверю при помощи зарядного устройства от Литокала внутреннее сопротивление и заряд аккумуляторов. Если заряд на аккумуляторах ниже 3,3 вольт, то это уже будет плохо. На первом элементе 3,57 вольта, сопротивление 27. На втором 3,58, сопротивление 28. На третьем тоже 3,58, сопротивление 27. И на четвертом также 3,58, сопротивление 30. И это хорошо. Аккумуляторы имеют хороший показатель по внутреннему сопротивлению до 30 мОм. А это не высокотоковые аккумуляторы, и такой показатель вполне нормальный. У высокотоковых элементов сопротивление обычно 12-18 мОм. Отборку аккумуляторов для секции я буду формировать по показателю внутреннего сопротивления. Перед сборкой все элементы лучше полностью зарядить. Идеально формировать аккумулятор, исходя из их емкости. Но для этого их нужно зарядить, потом разрядить и снова зарядить. Это длительный процесс. Он занимает примерно 6-7 часов, и одновременно я могу так тестировать только 4 аккумулятора. Поэтому я протестирую выборочно несколько элементов, а остальные просто полностью заряжу. И буду собирать аккумулятор по внутреннему сопротивлению. Первые 4 элемента зарядились, один из них я протестировал на емкость, и она составляет 2787 мА. Это достаточно хороший показатель, учитывая, что по характеристикам продавца они 2600 мА. Установлю еще 4 на зарядку и также буду заряжать все 40 элементов, которые нужны для сборки АКБ на 10S4P в моем случае. Вот этот аккумулятор я использую уже пару лет для вейпа. Разряжался и заряжался почти каждый день. И как видно, внутреннее сопротивление у него еще вполне хорошее. А вот этот элемент LG ему более 4 лет. Также использовал для вейпа. Позже поставил фонарик. Тут уже сопротивление составляет 46 мОм. Наконец-то зарядил все 40 аккумуляторов. Несколько из них протестировал на емкость. Все проверенные элементы имеют показатель более 2700 мА. Я осмелюсь предположить, что в остальных не меньше этих значений. Для удобства формирования аккумуляторной батареи электровелосипедом я буду использовать вот такие холдеры под элементы 18650. Их потребуется 80 штук. Собираются они достаточно просто. Я соберу площадку простой прямоугольной формы, 10 секций и 4 последовательных. Получается вот так. Сейчас установлю все элементы в холдеры. Аккумулятор устанавливается достаточно плотно, и важно, что между элементами есть некоторый зазор для безопасности и более эффективного охлаждения. Вот такая форма батареи у меня получилась. В моем случае это простенькая аккумуляторная батарея на 10S4P. На этом этапе нужно соединить все элементы. Соединение, сварка или спайка элементов любых сборок осуществляется примерно так. В моем случае это 10 секций. Секций может быть сколько угодно в зависимости от требований к сборке. Например, 12. Секции должны быть расположены попеременно.
В моем случае сначала идет минус сверху, потом плюс, далее минус, плюс и так далее. Соединение секций выполняется по схеме, в моем случае от плюса к минусу снизу, далее сверху от плюса к минусу и так далее. По мере соединения секций мы достигаем необходимый вольтаж аккумуляторной батареи. При полностью заряженных элементах, соединив две секции, получим 84 вольта, три секции будет уже 10,6 вольт и так далее. Соединяем последовательно секции, каждая из них дает 4,2 вольта. В моем случае 10 секций даст на выходе 42 вольта в полностью заряженном состоянии. При минимальном будет 36 вольт. Емкость аккумулятора достигается путем добавления элементов секции. В моем случае это 4 последовательных элемента. Мои аккумуляторы имеют среднюю емкость 2700 мАч. И чтобы определить емкость АКБ в моем случае, нужно 4 умножить на 2,7. Следовательно, моя сборка будет иметь емкость 10,8 Ах. Чтобы определить ватт-часы, нужно вольты, в моем случае 42 вольта, умножить на ампер-часы. У меня 10,8. В результате моя сборка будет иметь примерно 453 ватт-часа. Но мало собрать аккумуляторную батарею, ее также нужно защитить от переразряда и, что важно, от перезаряда. Последнее может привести к воспламенению аккумуляторной батареи, а это крайне опасно. Литий-ионные аккумуляторы не так просто потушить. Для защиты аккумуляторной батареи используют так называемые платы защиты, которые прекращают подачу тока к потребителю при достижении минимального порога вольтажа, и также прекращают заряд аккумулятора при достижении максимального заряда. Плата защиты имеет функцию балансировки секций, для этого каждой секции подключается отдельный провод. В моем случае это плата защиты на 10 секций. При сборке других конфигураций аккумуляторной батареи, например 13, 14S, нужно заказывать соответствующую плату. Итак, от теории и практики. На этот раз я решил применить способ приварки никелевой ленты посредством вот такой платы, купленной на AliExpress. По сути, это временное реле, которое дает короткий импульс от мощного источника тока. В моем случае это автомобильный аккумулятор. Срабатывает реле при прикладывании щупов к месту сварки. Плату я немного модернизировал по рекомендациям людей, которые уже тестировали подобные платы. И рекомендации были такими, как запитать саму плату от стороннего маломощного источника питания. Например, вот такого блока питания на 12 вольт 1 ампер. Тем самым это позволит исключить выгорание транзисторов на плате, ведь изначально к плате напрямую подключался автомобильный аккумулятор с высоким выходным током. Сваривать аккумуляторы буду вот такой никелевой лентой толщиной 12 микрон. Она уже имеет форму, которая соответствует форме холдеров. Для удобства нужно предварительно нарезать ленту нужного размера. А места, где будут припаиваться балансировочные провода от платы защиты, залудить. Ранее я забыл поставить изоляционные прокладки на плюсовые клеммы аккумуляторов. Нужно это исправить. Изоляторы позволяют избежать случайного замыкания никелевой ленты при сварке на корпус аккумулятора. Готово. Теперь все правильно. Снял с машины и поднял свой отнюдь не маленький аккумулятор весом 25 кг. У меня есть три типа никелевой ленты разной толщины. Это ленты толщиной 0,1 мм, 0,12 и 0,15 мм. Подключу плату к автомобильному аккумулятору и протестирую качество сварки в зависимости от толщины ленты. Аккумулятор у меня на 100 ампер-часов, купил его пару лет назад. Также подключу отдельный источник питания для сварочной платы. Для тестов подготовлю небольшие отрезки лент. Включу первый режим на плате и проведу тест на самой тонкой из имеющихся у меня лент толщиной 0,1 мм. Итак, даже на первом режиме ленту толщиной 0,1 мм приварил, на мой взгляд, отлично.
Так просто не оторвать. Теперь попробую приварить ленту толщиной 0,12 мм. Она мне более всего подходит для сварки аккумуляторной батареи, собранной на холдерах. Также попробую приварить на первом режиме. Оторвать руками не получается. Лента вроде приварилась хорошо, но не так хорошо, как хотелось бы. Сделаю еще одну попытку на первом режиме. Все также, на мой взгляд, не очень хорошо. Поставлю следующий режим. Руками хоть и смог оторвать, но часть ленты осталась на пластине. Думаю, второй или третий режим вполне подойдет для приварки ленты толщиной 0,12 мм. Попытаюсь приварить ленту толщиной 0,15 мм. Ее я планирую приварить на выводимые клеммы аккумуляторной батареи. На втором режиме ничего не вышло. Поставлю следующий режим. Чуть больше прихватило, но все равно не то. Так как я достаточно давно не ездил на автомобиле, возможно, аккумулятор подсел. Проверю вольтаж. Он в норме. Возможно, снизилась мощность аккумулятора. Поставлю его на зарядку. Честно говоря, ранее я испытывал приварку лент, и лента толщиной 0,15 мм приваривалась очень хорошо. Но позже для удобства я удлинил провода сварочной платы, и думаю, из-за этого сейчас идут потери. И получается такой результат. Пока автомобильный аккумулятор заряжается, покажу вариант сборки аккумуляторной батареи для электровелосипеда без сварочника. Это можно сделать при помощи паяльника. Но сам процесс более длительный. Для этого понадобится медный провод, например, вот такой толщина провода чуть больше 1 мм. Также понадобится тонкий медный провод. У себя нашел кусок обычного антенного провода. У него центральная жила медная и тонкая, толщиной 0,6 мм. Но лучше использовать тоньше, например, 0,3 мм. Для начала нужно избавиться от изоляции провода. Теперь нужно скрутить два провода в косичку. Для этого я использую обычную дрель. Вот примерно так должно получиться. Скрученный провод прокладывается между аккумуляторами, и к нему уже припаивается тонкий провод, который в свою очередь припаивается к литий-ионному аккумулятору. Преимущество такого способа в том, что при коротком замыкании перегорит тонкий проводок по типу предохранителя. Тем самым сохранятся все остальные элементы от полного разряда или даже возгорания. Для того, чтобы было удобно припаивать провода к элементам, их выходные контакты нужно предварительно залудить. Я сначала немного зашкуриваю контакты при помощи гравюра с насадкой типа наждачный камень. Зашкуривать нужно только немного, по центру. Чтобы лужение было аккуратным и при этом не перегревался аккумулятор, рекомендую сделать вот такой колпачок из картона и термостойкого скотча. По центру колпачка нужно вырезать небольшое отверстие. Надеваем колпачок на элемент. Также нужно нанести немного активного флюса. Я использую флюс марки LTI 120. Он улучшает качество пайки на металлах из стали, меди, оцинкованных изделий, нехрома и так далее. Очень удобно для этого использовать обычную ватную палочку. Для ложения я использую вот такой паяльник на 80 Вт. Ставлю максимально 500 градусов. Паяльник разогрет до нужной температуры. Можно паять. Для ложения использую припой с флюсом. Желательно выполнить сложение аккумулятора в максимально короткий промежуток времени, не перегревая его. Вот что получилось.
После ложения флюс желательно аккуратно удалить спиртом или другим подходящим средством. То же самое выполняем с другой стороны аккумулятора. Если аккумуляторы зафиксировать, то время ложения можно значительно сократить. Припой держится отлично, и эту процедуру нужно выполнить со всеми аккумуляторами. Да их обычно не меньше 40 штук. Вот поэтому я сейчас отдаю предпочтение методу сварки аккумуляторов никелевой лентой. Правда, это будет мой первый опыт, и посмотрим, что получится. Тонкий провод припаивается к аккумулятору, а он тем временем припаивается к основному проводу, который легко выдержит большие токи. Автомобильный аккумулятор немного подзарядился, проведу тест с лентой толщиной 0,15 мм. Сразу поставлю максимальный режим. Чуть лучше, но недостаточно. Еще раз попробую приварить ленту толщиной 0,12 мм. Ее я и планирую использовать в этот раз. Она приваривается хорошо, ее так просто не оторвать. Все, пора бы уже начать. Это мой первый опыт сварки аккумуляторной батареи таким способом. Поэтому я не учу, а лишь показываю свой опыт. Сварку буду производить по составленной схеме и начну со стороны под номером 1. Для удобства наклею двухсторонний скотч, чтобы фиксировать никелевую ленту. Сразу закреплю все отрезки ленты. Готово. На сварочной плате поставлю третий режим. Думаю, его вполне будет достаточно. Приваривать буду по возможности на 6 точек. Руки немного трясутся, но это не от страха, а от того, что щипы нужно хорошенько прижимать во время сварки. Хотя и переживания немного, да и присутствует. Был у меня случай, когда воспламенился один литий-ионный аккумулятор, факел был будь здоров, и это с одного, а тут 40. В общем, у страха глаза велики, а делать что-то надо. Первый готов, продолжу. Вроде ничего не взрывается и приваривается, на мой взгляд, отлично. Ну, ускоримся. Готово. Сразу скажу, сварка это все-таки намного удобнее, нежели паять все это дело. Процесс движется процентов на 80 быстрее. Думаю, впредь я буду использовать только этот метод. Сразу закрою термоскотчем часть открытых контактов, чтобы не произошло случайного замыкания. Да и даже при 42 вольтах батарея ощутимо уже бьет током. Оставлю только заложенные выводы для пайки балансировочных проводов от платы защиты. Теперь почти то же самое надо сделать со стороны номер 2, согласно схеме. Первый ряд аккумуляторов – это основной минусовой вывод батареи. Последний ряд – это основной вывод плюса. Их я и планировал сварить лентой толщиной 0,15 мм. Но так как сварочник с удлиненными проводами не справляется, то буду сваривать лентой толщиной 0,12 мм. Для этого отрежу нужный размер от ленты. Места, где будут припаиваться балансировочные силовые провода, нужно хорошенько залудить. Также наклею двухсторонний скотч для удобства. На этом этапе буду приваривать ленту поэтапно, ведь с каждым приваренным отрезком уже будет формироваться аккумуляторная батарея. Первый отрезок ленты успешно приварен. Продолжим. Готово. Сейчас хочу проверить секции и их вольтаж.
Все отлично, можно продолжить приварку остальных отрезков. Еще раз проверю набираемый вольтаж батареи. Все хорошо, можно продолжать. Готово. Замерю вольтаж. Сорок 41,9 вольт. Все соответствует сборке. Вот так получилось. На мой взгляд, отлично. Теперь я, наверное, всегда буду применять этот метод для сборки аккумуляторов электровелосипеда. Это значительно быстрее и, думаю, качественнее. Теперь нужно подключить плату защиты. Закрепить планирую в этом месте, так чтобы синий провод от платы доставал до основного минусового вывода батареи. Теперь проложу балансировочные провода, они подключаются согласно схеме. Это один из тонких проводов, один из которых черного цвета. Он припаивается первым на основной вывод к минусовой клемме. А далее по порядку припаиваются красные провода каждой секции на плюсовую сторону аккумулятора. Проложу эти провода и для удобства буду фиксировать их на двухсторонний скотч. Черный провод припаиваю к минусовой стороне. Далее по порядку припаиваю красные провода к плюсовым контактам, в моем случае их 10. Готово. Вот что получилось.
Сейчас мне нужно нарастить минусовой провод, так как он коротковат. Наращивать буду многожильным термостойким силиконовым проводом 13G. Отрежу нужную мне длину. Думаю, 20 сантиметров будет вполне достаточно. Нанесу немного активного флюса и хорошенько пропаяю оловом. Готово. Закрою место пайки термоусадкой в 2 слоя для надежности. Теперь припаяю плюсовой провод к основному выводу с аккумуляторной батареи. Также припаиваю провод 13G, только уже красного цвета. Моя плата защиты с общим портом, и это очень удобно, так как потребуется только один разъем XT60. Он будет подключаться к контроллеру, и также через него будет производиться подзарядка аккумулятора на батарее. Сразу припаяю к разъему силовые провода и закрою термоусадочной трубкой. Готово. Для понижающего модуля выведу отдельный плюсовой провод от аккумулятора. Модуль будет понижать до 12 вольт и будет иметь отдельный выключатель. От него планирую запитать основную фару электровелосипеда и также к нему подключить еще один понижающий модуль, который снизит напряжение до 5 вольт и позволит заряжать смартфон, экшн-камеру и другие подобные девайсы. Теперь припаяю синий провод от платы защиты к основному минусовому выводу аккумулятора. Плату защиты закрепляю на двухсторонний скотч. Сейчас припаяю силовой плюсовой провод к аккумуляторной батарее. Готово. Закрою все открытые контакты термоскотчем. Вот что получилось. Аккумулятор практически готов к использованию. Для надежности обклею его армированным скотчем. Также закрою его в термоусадочный рукав. Так будет безопаснее. Усаживаю рукав обычным бытовым, но достаточно мощным феном.
Готово. Для проверки работоспособности платы защиты подключу зарядное устройство, подходящее для моего аккумулятора на 42 вольта. Подключать буду через вот такой временный переходник на XT60. Примерно через час аккумулятор полностью зарядился, значит все работает хорошо. Проверю вольтаж аккумулятора. — 42,4 вольта. Это нормально. В принципе, аккумулятор можно просто засунуть в сумку и уже начать использовать. Но я все-таки задумал изготовить для него корпус, в котором будет размещен понижающий модуль до 12 вольт. Формировать корпус буду вот из такого оргстекла толщиной 5 мм. Сначала отрежу нужный размер. Готово. Оргстекло при нагреве легко гнется, и для этого я использую обычную бытовую газовую плиту. Но если применить термофен, то будет, на мой взгляд, более удобнее и качественнее. Вот что у меня получилось. Примерю аккумулятор. И в сумку помещается также хорошо. Для склеивания оргстекла буду использовать дихлоретан. Это очень ядовитое вещество, хоть и не имеет запаха. Поэтому оптимально это делать в проветриваемом помещении или на улице. Я покажу только начало, а остальное буду склеивать уже на открытом балконе. Перед склеиванием нужно хорошенько все обезжирить. Состав жидкий, я его набрал в обычный шприц, так более быстрее получается наносить на склеиваемые детали. Пока склеивается корпус, вынесу его на балкон. Прошел примерно час. Корпус почти склеился, но рекомендуется выдерживать около 24 часов. Размечу и вырежу из оргстекла толщиной 4 мм одну из стенок корпуса. Готово. Также местами прихватил дихлоретаном, но в некоторых местах видны щели. Чтобы их закрыть, нанесу герметик с внутренней стороны корпуса. Аккумулятор вмещается легко, но в таком корпусе при желании можно собрать более емкую аккумуляторную батарею, например 14S5P, правда без использования холдеров. Еще раз примерю вмещаемость корпуса в сумку. Все отлично, даже есть место для размещения другой электропроводки велосипеда. Обезжирю, нанесу герметик. Изнутри наклею демпферный слой толщиной 5 мм. Также из оргстекла толщиной 4 мм вырезал крышку корпуса. Задняя стенка корпуса имеет некоторые неровности, поэтому я решил нанести немного финишной автомобильной шпаклевки тонким слоем, для того чтобы в дальнейшем наклеить виниловую пленку. Пока сохнет шпаклевка, займусь подключением понижающих модулей. Каждый модуль будет иметь свой выключатель.
Для модуля до 5 вольт применю вот такой кнопочный выключатель, а выключатель для модуля до 12 вольт будет клавишный. Оба закреплю на крышке корпуса для аккумулятора. Примерно нанесу разметку и сделаю отверстие для выключателя при помощи дрели и ступенчатого сверла. Готово. На крышке корпуса уже заметна трещина. Я ее подклеил дихлоретаном, но для надежности и эстетического вида также отклею крышку виниловой пленкой. Вот что получилось. Теперь припаяю понижающий модуль до 12 вольт. На выход из модуля припаяю два парных провода, один из которых пойдет на подключение фары, а второй на понижающий модуль до 5 вольт через отдельный выключатель. Проверю работоспособность понижающего модуля до 12 вольт. На выходе неровно 12, и на модуле нет подстроечника, но для моих нужд этого достаточно. Изначально я планировал установить модуль для зарядки двух девайсов, но позже решил поставить вот такой с одним выводом.
Для разводки припаяю 4-пиновый разъем. Модуль до 12 вольт закреплю в этом месте корпуса на термоклей. Все подключил, установлю крышку, в которой ранее сделал отверстие для небольших саморезов, которых будет достаточно для крепления крышки аккумулятора. Обезжирю и также наклею виниловую пленку на заднюю стенку корпуса аккумулятора. Вот что получилось. Можно, конечно, оклеить виниловой пленкой весь корпус, но не вижу в этом смысла, так как он будет размещен в сумке. Теперь припаяю модуль до 5 вольт. Хотел разместить его в небольшом пластиковом корпусе, но он не вмещается, поэтому вместо крышки послужит обычная изолента. Готово. Проверю работоспособность модуля до 5 вольт. Все хорошо, а отключать его можно посредством этого выключателя. При включении модулей есть небольшая просадка на 0,4 вольта. Думаю, это нормально. Наконец пришло время установить аккумулятор в корпусе на электровелосипед и проверить его работоспособность. Не так просто, но все же он влезает. Аккумулятор установлен, дисплей включается, контроллер пришлось повернуть в эту сторону, так как он не вместился после установки корпуса. Фары также работают, мотор крутит, можно установить педали. Также установил вот такой багажник, правда изначально хотел поставить другого типа, но не нашлось для него подходящего крепления на этой раме.
Как и планировал, контроллер оклеил черной виниловой пленкой. На мой взгляд, так выглядит более эстетично. Провода проложены тут, а этот провод идет на фару. В дальнейшем на руле установлю на нее отдельный выключатель. Сейчас она работает от общего выключателя понижающих модулей. Для смартфона поставил вот такой удобный полуавтоматический держатель. Фара будет для использования в темное время суток. А вот этот подарочный фонарик можно использовать днем для лучшей видимости велосипеда при езде. Смартфон можно положить в кармашек сумки, пока он заряжается. Это, на мой взгляд, очень удобно. Ну вот, на этом можно считать, что электровелосипед собран и готов к тестированию. Но это уже в следующем ролике. Видео уже получилось достаточно длительным. Я как мог все урезал, сокращал и ускорял, но видео все равно вышло более 46 минут. Надеюсь, это видео кому-то поможет. Я буду рад любой активности, лайкам, дизлайкам и комментариям. В ближайшее время сниму тесты скорости и дальности хода этой сборки. На этом все. Всем удачи. До свидания.